Озеро лежало среди заснеженных полей, словно огромное разбитое зеркало, покрытое мутным льдом и тонкой коркой инея. В тот день небо было низким и тяжелым, серым, как выцветшая ткань, а ветер пронизывал до костей. Казалось, сама природа затаила дыхание, ожидая беды. Никто не заметил, как кошка оказалась на льду. Возможно, ее привлек слабый писк котенка, упавшего туда первым. Возможно, она просто искала путь домой, не понимая, что под лапами не твердая земля, а обманчивая поверхность, готовая в любой момент разломиться. Когда лед треснул, звук был похож на тихий выдох. Затем еще один. И еще. Хрупкая поверхность не выдержала, и кошка вместе с котенком провалилась в черную ледяную воду. Холод ударил, словно тысячи острых игл, пронзая тело. Воздух исчез. Вокруг сомкнулась тьма. Кошка вынырнула первой. Ее шерсть мгновенно намокла и потяжелела. Лапы дрожали, дыхание срывалось. Она судорожно пыталась зацепиться за край льда, но он крошился под ее весом. Котенок, почти невидимый в воде, слабо барахтался рядом, теряя силы с каждой секундой. Они стояли молча, прижимая к себе куртки, пряча руки в карманы. Кто-то прикрывал рот ладонями, кто-то отворачивался, не в силах смотреть. Все понимали, лед слишком тонкий. Один неверный шаг, и спаситель станет жертвой. Страх сковывал их, как еще один слой льда. Дыхание кошки становилось все тяжелее. Лапы немели. Каждое движение требовало нечеловеческих усилий. Она снова и снова тянулась к краю, но скользила обратно. Котенок уже почти не двигался, только слабое подрагивание напоминало, что он еще жив. Это был пес, крупный, с густой шерстью, покрытый инеем. Его глаза горели тревогой и решимостью. Он не остановился, не оглянулся, не ждал разрешения, не думал о последствиях. Лед хрустел под его лапами, трещины расходились во все стороны, словно паутина. Каждый шаг мог стать последним. Но он продолжал, ведомый чем-то сильнее страха, инстинктом, состраданием, непонятной, почти человеческой верой в то, что нельзя просто стоять и смотреть. В нескольких метрах от пролома лед начал ломаться. Пес скользнул, едва удержался, затем прыгнул и оказался в ледяной воде. Тело сжалось, дыхание сбилось. Казалось, сама вода пыталась вытолкнуть из легких жизнь. Но он плыл. Медленно, тяжело, преодолевая сопротивление, будто пробираясь сквозь стекло. Сначала котенок. Маленькое тельце почти не двигалось. Пес осторожно подхватил его зубами за шкирку и подтолкнул к краю льда. Лапы скользили, мышцы горели, но он снова и снова пытался поднять малыша на поверхность. Наконец котенок оказался на льду, неподвижный, мокрый, почти прозрачный. Она уже почти не сопротивлялась. Силы покидали ее. Глаза были мутными от усталости и холода. Пес подплыл ближе, позволив ей опереться на свою спину. Она слабо зацепилась когтями за его шерсть, словно понимая, что это последний шанс. Обратный путь был еще тяжелее. Лед ломался под весом двух тел. Вода тянула вниз. Мышцы сводила судорогой. Но он плыл, сантиметр за сантиметром, не отпуская свою ношу. Кто-то лег на лед, протягивая куртки. Кто-то держал веревку. Кто-то молился. Когда пес приблизился, руки потянулись навстречу, ухватили сначала котенка, потом кошку, затем самого спасителя. 3 мокрых, дрожащих тела лежали на снегу. Пар поднимался от их шерсти, словно призрачный дым. Люди укутывали их, грели руками, дыханием, всем, чем могли. Котенок первым подал признаки жизни, тихо пискнул и пошевелился. Кошка прижалась к нему, накрывая своим телом, несмотря на собственную слабость. Пес лежал рядом, тяжело дыша, закрыв глаза, будто проваливаясь в сон. Дыхание выровнялось. Дрожь стала слабее. Жизнь возвращалась. Кошка медленно повернула голову и посмотрела на пса. В ее взгляде не было страха, только тихая, глубокая благодарность. Она придвинулась ближе, касаясь его боком, словно желая согреть и защитить так же, как он защитил ее. Котенок, едва держась на лапках, заполз между ними. Так они и лежали, трое, спасенные вопреки всему. Позже их забрали в теплый дом. Там были мягкие подстилки,
еда, свет и покой. Но главное, они остались вместе. Кошка всегда спала рядом с псом, а котенок выбирал для отдыха место между ними. Их связывало нечто большее, чем привычка или случайность. И каждый, кто видел эту троицу, чувствовал: в тот ледяной день родилась связь, выкованная страхом, болью и мужеством. Связь, которую не разрушит ни холод, ни время. История о том, как одно сердце оказалось сильнее смерти.